И всем привет! Сегодня очередной день варки. Лето продолжается, но на улице пасмурно, идет дождь. Сегодня воскресенье, и поэтому отличная возможность посидеть дома и поварить пиво. Замахнемся мы сегодня на IPA, под стиль New England IPA. По моему мнению, самое сложное, наверное, пиво, по крайней мере дома. Кто-то скажет, что лагер сложное самое, как по мне, дома бесполезное. И засыпью тут есть секреты, хлопья будем добавлять. И, конечно же, не подхватить кислород. Да, ну посмотрим, как это получится у нас. Через обратный осмос набрали воду в пивоварню. Поставил я нагреваться воду. Набрали мы вчера 24 литра заторной воды через обратный осмос. И также через осмос промывочную воду. Тоже пускай пока греется. И можно заняться солодом. Ну и собственно, что мы будем сегодня варить и как. New England IPA. Я люблю, чтобы был плотный, насыщенный, такой густой. И, по моему мнению, алкоголь должен быть тоже приличный, от 7 до 8. Все, что ниже, мне лично как-то не очень нравится. Для этого будем делать соотношение 1 к 3, 3,3 воды и солода. 24 литра воды у нас и 7 килограмм солода. И из них будет 50% пилс, то есть 3,5 килограмма. И пшеничного тоже будет 35%, это 2,5 килограмма. И овсяные хлопья 15%, 1 килограмм. Что позволит хлопьями дать нам мутность, именно вот эту хейзи составляющую в пиве. Да, мягкость во вкусе тоже. В общем-то и все. Молим дальше. Весь наш набор: пилс, пшеничный солод и хлопья. Тоже непростой момент. Тут нам надо соблюсти, потому что это New England хейзи составляющую, что дает нам кальциум хлорид. Но и хочется, чтобы было ароматное от хмеля. Это дает нам кальциум сульфат. В то же время сульфаты способствуют тому, что мы теряем хейзи. Да, такая дилемма. Поэтому в West Coast IPA мы бы дали сульфатов раза в 2-3 больше, и все было бы замечательно. Да. Но так как нужно нам и хейзи, и аромат от хмеля, будем делать баланс. Хмеля можем потом накидать на сухое охмеление сколько нам хочется. Хоть 5, хоть 10 грамм на литр. Поэтому будем делать плюс-минус одинаковое количество и хлоридов, и сульфатов. И то бишь нам нужно будет всего 6 грамм кальция хлора и 4 грамма кальция СО4. 80% будем задавать в начале затирания, пока не добавили солод. И 20% до конца, за 10 минут до конца кипа. Итак, на 30 литров даем 6 грамм кальция хлор и 4 грамма кальция СО4. И задаем воду. Надеюсь, как-то это отфильтруется, все дело. Да. Также надо добавить Brutan B, антиоксидант, чтобы наша IPA как можно меньше оксидировалась и не набрала кислород. Да.
Засыпал, в общем, солод. И pH получился высоковатый. 5,5. Поэтому будем молочной кислотой сейчас закислять. Потихоньку. Сначала дадим 3 миллиграмма. И будем смотреть. Пока мы делали все эти процедуры с замерами, как раз прошла первая пауза, 52 градуса, 10 минут. Будем подниматься на следующую паузу, 68 градусов. И там тоже будем держать 40 минут. Выровняли pH на 5,2. Супер. О, прям густая получилась каша. По затиранию. Первая пауза белковая у нас будет на 52 градусах. Закинулись и 10 минут. Потом поднимаемся на 62, 40 минут. 72 градуса подержим 20 минут. И уйдем на мышаут на 5 минут. По идее нам, чтобы получить больше сахаров, больше сладость и тельность, нужно затираться на более высоких паузах. В принципе, можно было бы даже и на вместо 68 градусной паузе делать на 70. 68 пауза, 40 минут. Подходит к концу 68 пауза. Блин, конечно, надо перемешивать постоянно, такой густой затор. И крышку не хочется открывать. А классно, у кого, конечно, есть механическая мешалка. 72 градуса, 20 минут. Что касается 72 паузы, осахаривания. Раньше я делал йодную пробу, проверял, осахарилось или нет. Но никогда проблем не было. И всегда использую один и тот же европейский солод. Так что все всегда было нормально. И я как-то со временем перестал делать йодную пробу. Делаю просто 20 минут или 25. Чаще всего где-то до 25. Чтобы уж точно наверняка. Mesh out. 78 градусов. 5 минут. Останавливаем все процессы. И идем на фильтрацию. Пищит наша пивоварка. Сообщает нам, что затирание закончилось. Mesh out закончился. И надо вытаскивать фильтр. Смертельный номер. Тяжелая зараза. Подключаем обратно насос. И будем нагонять насосом, который снизу забирает сусло. А будем возвращать обратно, тем самым нагоняя фильтровочный слой. Здесь вот. Да. И намываем потихоньку. Капает очень нехотя. Промывочная вода. Где-то 75 градусов. Ну и можно добавлять первую промывочную воду ковшиком потихонечку. Добавим сначала где-то литров 7, потому что было у нас солода всего 7 килограмм. А там посмотрим. Будем корректировать потом. Вообще план такой. Плотность перед кипом хочу, чтобы была не меньше 17% по плату. Это вот у нас было без добавления промывочной воды. Сейчас промывочной водой разбавим. И будем догонять до 17 уже во время кипа. Очень медленно проходит фильтрация. Ну, ожидаемо, конечно. Да, посмотрим, насколько это затянется. На часик-то точно. Разрыхлим немного дробину. И добавим вторую промывочную воду. Стекла вся вода у нас. И надо выгребать дробину. Никуда не денешься. Надо и все тут.
Сколько смогли, столько вытащили. Ну и разогреваемся, идем на кип. Получается 29 литров сусла плотностью 14%. Бродильная емкость на 30 литров. Давление не рассчитано, что держит. С конусом для отбора дрожжей. И с регулировкой высоты сбора. Ну и фишка Нью-Ингланда, конечно, заключается, что там очень много хмеля. Хмель будем давать на сухое охмеление уже. И так или иначе будем очень много набирать IBU, горечь. Да. И чтобы сгладить эту горечь, чтобы получилось такое более сладкое, будем добавлять мальтодекстрин. Сахар, который дрожжи не едят. Такой мальтодекстрин, декстроза. Будем добавлять на наши 25 или 27 конечных литров сусла 500 грамм. Для этого будем делать сироп. Ну и тупо просто разбавляем в воде. pH сусла перед кипом 5,3. Отлично. После того, как закипим, через 10 минут дадим 10 грамм хмеля. У меня есть открытый коламбус с альфа-16. Дрожжи тоже вынули уже. Верданды от Лилиманда. О, закипели. 10 минут мы уже кипим, и поэтому будем задавать хмель. Потихоньку. Зачем мы вообще задаем сейчас хмель? По идее, да, первая засыпь на горечь. Но в нашем Нью-Ингланде горечь не нужна вообще, по большому счету. По идее, если бы нам хотелось, как мы бы хотели, весь хмель дали бы на сухое охмеление. Но хмель также обладает полезными свойствами. И во время кипячения набирает свойства, такие как антиоксидация, что потом будет препятствовать окислению. Да. Так же, как антимикробная используется. В принципе, поэтому в старину и использовали хмель. Стабилизирует также пену, что нам, в принципе, не так важно. Хмель также будет связывать белок, что нам, в принципе, может и не очень нужно, чтобы создать хейзи. Но тут уж деваться некуда. Стабилизация пива и антиокисление нам важнее. На Whirlpool будем давать мозаик хмель с альфа-11,5, 30 грамм. В принципе, можно и не давать, а перенести все на сухое охмеление, но ладно уж дадим для стабилизации пива. Ну и какое пиво без хмеля. За 10 минут до конца кипа подсолим еще. Кальциум хлорида дадим 2 грамма и сульфатов 1 грамм. Активно кипим. Потихоньку кипячение подходит к концу. Еще 20 минут. Всего время кипа у нас 90 минут. За 20 минут до конца будем вносить наш сироп с декстрозой. Здесь разбавлено полкилограмма. И теперь перемешаем, и будет возможность у нас время померить кислотность, pH. Потому что ее я тоже хочу поднять. Сделать более сладким, чтобы в кислоту не уходило. Как со стаутами поднимают содой. Так и в этот раз я хочу попробовать до 5,5 поднять содой, если надо будет. Сейчас будем мерить. Ну и мальтодекстрин, декстроза. По идее,
Это сахар, который дрожжи не едят, так сказать, несбраживаемый сахара. Но все равно вроде как стоит, что будет 1%, 1,5%. Вот эти наши полкилограмма могут дать. Ну, это и хорошо. То есть pH 5,2, 5,1. Так что будем сейчас добавлять соду. 26 литров. Дадим 2 грамма соды. Надеюсь, хватит. Прям потихонечку. Один раз бахнул во время кипа, активного кипячения. Стаут делал грамма 3-4. Как пошло верхом. 15 минут осталось кипеть. Поэтому самое время задать чиллер для дезинфекции. За 10 минут до конца дадим оставшиеся соли. За 5 минут до конца, конечно же, брютан-би. В этом пиве, наверное, он самую главную роль играет. Прям незаменим. Как четко. 2 грамма соды как раз хватило на pH поднять на 5,5. 90 минут кип закончился. Выключаем. Вирпул я тут создать не смогу, потому что и чиллер, и хмель, сетка для хмеля. Как тут? Никак. Да. Пустим немного воду. 90 градусов. И занесем наш хмель. Так сказать, на вирпул. Да. Фу, наконец-то закончили мы варить. Сусло охлаждается. Откопал я, в общем, старое пиво. Томатные гозы. Одна из последних бутылок или последняя. Так что сегодня я заслужил. Да, это томатка. Какая густая. По специальному хитрому нашему рецепту. В меру острая. Ну, чуть-чуть совсем. Такой мексиканский стиль. Обалдеть. Какая густая. Но тоже не смузи. Фу, освежает. На улице свежу после этой бани. На кухне. В общем, идем переливать пиво в бродильную емкость. 25 градусов. Соливаем. Как бы не хотелось, но орацию надо сделать. Без кислорода дрожжи тоже жить не будут. Дрожжи, как я и говорил, Вердант IPA от Лалеманда, Австрия. Засыпаем просто сверху. Пока оставили мы наше пиво бродить, дрожжи начнут работать, а мы пойдем отдыхать. Сегодня в Мюнхене проходит фестиваль пива. Устраивает его местная пивоварня, небольшая, Гизингерброй. Я уже зашел, взял стакан. Налили они мне своего мюнхенского хеля. Будем пробовать и смотреть. Представлено много пивоварен. Около 20 разных. Надеюсь, найдем вкусное пиво сегодня. На входе дают бесплатное пиво первое. А я нашел первый саур. Потому что местное пиво, конечно,
Так себе еле-еле выпил. Все пустые бутылки, уже все выпили. Ну и не маленькая пивоварня. Genau. So der Souvenirshop für die Karte. Сразу около пивоварни есть кафе, барчик, где представлены все сорта пива. New England от Янки и Краут, ингольштатовская пивоварня. Хиггинс, наша местная мюнхенская пивоварня. Немцы, конечно, из любого праздника сделают Октоберфест. Поэтому вы понимаете, как сложно крафту пробиваться. Фудтреки тоже есть. Bei dem nächsten wird geht über Кладбище пива. Я бы тут все немецкое пиво закопал. И поглубже. Будем пробовать следующий Хейзи. Вы не поверите, что я нашел. Прикольно нашел я пиво, которое сам варил, малиновое. Ну, это, конечно, не то. Вроде крафтовая пивоварня, но как вода, вкуса нету. Не чувствуется вкус. Ни малина, ни пива. Ищем дальше. Персика вообще отличная. Зацепил маракуйя саур, отличный, прямо кислый.
Серый сейчас нам расскажет за Я выгляжу как бомж, я вижу себя. Жизнь такая у нас сложная, пивная. Стаут от Браурайки с курицей. Сладенький, карамельный, крепенький. В общем, вы поняли, мы перешли на стауты. Дрожжи начали сразу работать, через 2 часа. Сейчас на следующее утро идет активное брожение. И можно подснять брух. Ровно 2 суток прошло, как дали к дрожжи. Дрожжи просто ядерные. 3 дня бродит. И уже где-то 7,5, ну 8% сбродило с 17 или сколько там было. Пока еще идет брожение, будем задавать хмельно-сухое охмеление в 2 этапа. Сегодня будем давать Айдахо 7, Крио вариант, то есть концентрат, можно задать в 2 раза меньше, чем обычный. Рассчитывать будем 10 грамм на литр, поэтому сейчас будем задавать 60 грамм Крио Айдахо 7. Нью-Ингланд наш будем делать в сторону тропических фруктов и цитрусов. Как раз Айдахо 7 даст нам эти фрукты манго и папайя. И цитрус тоже. Апельсин, мандарин, такое. На второе охмеление будем давать сабра. Тоже цитрусовые и лаймовые ноты будут. И, возможно, даст нотки кокоса, мяты. Кто-то даже говорит, что древесные ноты могут появиться. Просто так раскидаем. Запах обалдеть уже. 6-й день. Дрожжи скушали сахара до 6%. И пока еще идет брожение, с 6 может упадет процентов до 4. Ниже не думаю, но посмотрим. Хочу задать второе хмельно-сухое охмеление. Сабра Альфа-13. Оно нам даст цитрусовые и лаймовые ноты. Как я уже говорил, может и кокос появится. 100 грамм. В течение всего брожения каждые 2 дня снимаю и дрожжи, и хмель, который оседает. С хмелем, конечно же, попадает и кислород, но так как брожение еще идет, то дрожжи смогут это все переработать. Так, какая у нас ситуация? 10 дней как бродит сусло, пиво. Бродило на комнатной температуре 22 градуса где-то. Меряем плотность. Плотность составляет 5%. Поэтому ставлю в холодильник. Буду потихоньку опускать температуру. И немного придавлю давлением. То есть уже набрало потихоньку.
Эта бродильная емкость не рассчитана на давление. Может 0,2 бара наберет. Так что просто дрожжи быстрее опускались. Ну и тянули хмель за собой, хмель тоже опускался. И каждый второй день снимаем дрожжи и хмель, который успел садиться. То есть будем делать дображивание с 21-22 градусов потихоньку. Сначала поставил я на 15 градусов. Ну и тоже будет охлаждаться, думаю, день-два. За несколько дней охладил я пиво до 12 градусов. Под небольшим давлением. И стоит 5% плотности, больше не опускается. Ну, в принципе, так я и планировал, чтобы не насухо сбраживать. И декстримы для этого добавляли. Так что будем захолаживать дальше. После 2 недель брожения уже пиво выглядит так. Беловато-желтовато. Как молоко. Ну уж очень больно хочется попробовать. 2 недели отбродило. Наверное, уже достигла конечной степени сбраживания. 5%. Больше, наверное, не будет бродить. Ну и пахнет прям хмелем. Прям вообще. Вкусненько. Потихоньку уходит горечь от хмеля. Потому что когда в такой маленькой емкости бродить и задавать 10 грамм на литр, то это, конечно, да. Балдежно. Все, захолаживаем. И переливаем в кеги. Будем карбонизовать. Пиво наше захолаживалось неделю. И теперь надо подготовить кеги и перелить. Кеги сейчас залиты старсаном. И заполнен мы их СО2 полностью. Пускай постоят день. И по максимуму постараемся выдавить кислород из них. Стояло у нас пиво не сильно охлажденное, до 7 градусов. Под небольшим давлением 0,2 бара. Неделю постояло. Через день или каждый день даже снимали дрожжи и хмель. И пришло время сливать в кеги на карбонизацию. Кеги были заполнены углекислотой на сутки. Пару раз я спускал кислород сверху и заполнял заново. То есть сейчас будем давать 0,1-0,2 бара сверху, чтобы тоже не набирать лишний кислород. И переливаем в кеги, которые тоже, по идее, полностью наполнены СО2, так как он осаждается вниз, а сверху мы выпустим. Немного подаем и сливаем. Самый опасный момент, потому что как раз вот сейчас можем хапануть кислород, но не должны. И ставим в холодильник, думаю, на недельку под давление. Еще немножко у нас осядет там хмель и дрожжи. Ну и как осело у нас все нормально. Только на конусе. Пришло время разливать наш New England по бутылкам. Сейчас зальем Starsan и дадим дезинфицироваться. У меня уже стандартный сетап. Кек, газ,
Айтап, пробки. Начинаем. Первую бутылку я прогоняю и сливаю. И уже начинаю со второй. Вот закачали мы углекислоту. По идее, сверху закачали. Если я сейчас просто ее выгоню, то она также уйдет наверх. И останется как бы кислород внизу. Если была бы какая-то штанга, чтобы мы вниз закачали и сверху кислород выпустили, вот так вот, то было бы логично. И все хорошо. А смысл надавать, выпускать, то есть никак кислород я оттуда не вытащу. Ну, поэтому не очень, конечно, хорошо хранить в бутылках, вот после такого даже розлива. Нью-Ингланда и вообще IPA. Ну да ладно. Да, по идее надо какой-то придумать держатель. Но уже как несколько лет разливаю так. Запах пошел, обалдеть. Так, пробки тоже в Старсане. Готово. Разливаю пиво, и уж больно хочется попробовать. Такие ароматы тут стоят. Так что налил себе одну бутылочку. Посмотрим, что получилось. Начальная плотность была около 17-18% плато. Сбродило не сухо. До 5-6. Потом можно будет еще померить. Ну и посмотрим, нальем. Получилось крепкое. Процентов 7-8. Пахнет просто сумасшедше. Манго. Такое манго-маракуйя. Цитрус. Такое жирное. Насыщенное, непрозрачное. Хорошая карбонизация. Горечи вообще почти нет. Ну, как по моим понятиям. Аромат пошел. Посмотрим, как будет меняться пиво в бутылке. Пена тоже хорошая. Такого много не выпьешь, конечно, за раз. Но его, наверное, надо пить быстро. Все, увидимся на следующих варках.